Игра. Путь суды. Блин, чё за нафиг? «360». Мне кажется, в 360 тоже читать будет неудобно. Но фиг его знает, конечно. Всё, игра есть, я так понимаю? Крутой. Крутан Петрович. 260 как бы на 1080. Ну, в принципе, да. Ну всё, ладно, начинаем. Congratulations on another successful peace summit, Mr. President. Don't congratulate me. Congratulate the peacemaker. You crack me up a little. Brain salad in a blender, Mr. Spatula. He's been acting surly and withdrawn lately, even for a vice president. But I never thought it would come to this. His lust for power has twisted him into a mockery of the goldfish we once kind of loved. That insouciant fin-flapping, that glassy, malevolent stare, like a sociopath or a Fox newscaster. Mr. Spatula has become pure evil! Staging a coup, Spatula? Not on my watch! Eliminate him. You are my idol! I didn't... Flint paper! Hiya, fellas. Hey, what's the rumpus? I'm in the middle of some sensitive PI business. And we respect your sensitivity. Is that mechanical goon one of yours? By the sacred sideburns of Isaac Asimov! My Maintron 9000! Destroy Simon Max. Destroy Simon Max. X2 Maintron. That's what Mr. Spatula gets for sending a hitman with lousy aim. Max, what say we go down and administer a freelance police-style beatdown to that metal monstrosity? And then dance on its smoking carcass. It's that attention to detail that makes me glad you're still president, little buddy. Так, что будем со звуком делать? Оставим как есть? Или я громко? Да, сложный выбор, я понимаю. Оставим. А не слишком тихо музыка? Ее вообще хоть как-то слышно? Угу. Угу. Блин. Ну ладно. Короче, я думаю, я не буду успевать пересказывать шутки из заставок, если они там есть. Ну, они там есть, конечно, но... почему-то Сэм решил, что их рыбка стала злодеем. Но Сэм его давно недолюбливал, на самом деле, после того, как Макс сделал рыбку вице-президентом. Стою. Да что? Ладно. Тум-тум, турурум.
М. Так, ну вроде сделала немножко. Стало лучше. Или еще. Мгм. Ну вот, в общем, Сэм давно недолюбливал рыбку, и они хотели ее уничтожить за предательство, но в это время кто-то выстрелил из лазера, и оказалось, что это робот, причем робот Макса, судя по всему, какой-то Мачелатрон 9000. Вот, ну сейчас я договорю, тогда еще чуть-чуть сделаю. Вот, а вот этот, то, что стену пробили, Флинт Пейпер, они про него упоминали в первом сезоне. Это, по сути, их сосед, который тоже детектив. Но его не было, типа, он где-то был по делам, они что-то такое говорили, я уже не помню. Ну вот в этом здании у них вот он их сосед. Их приятель, скажем так. А может тупо сделать музыку громче и типа судьбы? И можно выровнять типа громкость стрима в целом. Сложно, непонятно. М. А теперь разница небольшая. Ну, сейчас мы еще посмотрим, как они говорить будут. Вешалка. Max's entire costume for his nationally televised Salute to America pageant. Highest ratings ever for both the TV networks and the American Psychiatric Association's emergency helpline. Блин, стоп, а почему у Сэма не было титров? Max's entire costume for his nationally televised Salute to America pageant. Highest ratings ever for both the TV networks and the American Psychiatric Association's emergency helpline. Короче, говорит, что это полный костюм Макса для «Доброе утро, Америка», и Макс говорит, что были высочайшие рейтинги среди обычных людей, среди ассоциаций психиатров или что-то такое. Ну, не совсем понятно, что они рофлят, учитывая, что Макс, в принципе, всегда голым ходит, так что то, что он в одной шляпе выступал, не сильно дело поменяло, я думаю. We didn't see you at all last year, Flint. What gives? I had one hell of a crazy case, fellas. Foiling a conspiracy in the movie biz, matching wits with a reanimated Grover Cleveland, breaking up Ascension's cell phone network, and a showdown with a cult leader on Saturn Sergeant's moon! Wow! How come we never get to do cool stuff like that? Короче, он говорит, мы тебя давно не видели, где ты вообще был, и он перечисляет, чем он занимался, и все, что он говорит, это то же самое, ну, типа, примерно те же самые дела, которые у нас были. То есть он говорит, что какой-то заговор, разумные мобильные телефоны, и под конец он разбирался с каким-то культом на Луне Сатурна. То есть у нас была просто Луна, а у него Луна Сатурна, и у нас было телевидение, а у него кинобизнес тоже там, что-то такое. И, ну, по сути, все то же самое. И Макс говорит, блин, почему у нас таких крутых дел никогда не бывает? Hey, Flint, want to help us beat up a robot? Sorry, fellas. I got a tough case and a couple of rubes to crack here. You guys can handle yourselves. That Flint paper, inspiring, even in his unhelpfulness. Он говорит, может, нам поможешь? Он, нет, я занят. И говорит, он нас воодушевляет, даже если и бесполезен. Да, ля-ля-ля, тра-та-та. You know, Flint, this robot's not gonna defeat itself.
I didn't beat this goon half to death with the other one just so I could play rope-a-dope with Robomope. I kill you. You're on your own, boys. Блин, я не успела прочитать нормально. Я увидела только робожоп. Flint, got a second to consult on our strangest case yet? Ixnay, say, I've got to punch this mug's ticket like I was a conductor on the late freight to beat downtown. Boy, I wish I Капец. could talk like that. I wish you could too. Don't bother him, Sam. О, He's диалоги way too busy to кончились. deal with something as simple as a giant robot. Слишком занят, чтобы заботиться о такой мелочи, как гигантский боевой робот. Блин, мне придется потом самой смотреть вот и читать эти диалоги. Этого робота не остановить. I'm worried, Max. Worried that enormous black mole on your back might be malignant? Well, I am now. I was just worried that the giant robot was going to tear down our building. Он говорит, я волнуюсь, Макс. Он говорит, волнуешься, что та огромная черная родинка на твоей спине может быть злокачественной? Он говорит, ну теперь-то да, но вообще я волновался о роботе. Как жизнь президента. How are things going with your presidency? The winds of progress are blowing swift and juicy, Sam. I'm proudest of the new law I just pushed through Congress. I'm pretty sure he who smelt it dealt it was already established during the Eisenhower administration, little pal. Короче, это была шутка про пердеж, лол. Ее не совсем правильно перевели. Он говорит, как твои дела президентские? Макс говорит, да, вот, я горжусь законом, который, типа, собираюсь провести. И Сэм говорит, ну, вообще закон, что кто унюхал, тот и напердел, это еще при Эйзенхауэре, типа, сделали. Чего-то не хватает. Max, have you been messing with the Constitution again? I can't find the Fifth Amendment. I refuse to answer on the grounds that it may incriminate me. Говорит, опять баловался с Конституцией, не могу найти 5-ю поправку. Он говорит, я отказываюсь отвечать. Блин, актуально вообще. Кто-то баловался с Конституцией. Так значит, мистер Шпатель... Ну, мистер Шпатель, это он вообще спатула, и в первой части его мистер Лобзик переводили. А мистер Шпатель был злодеем. I never would have expected Mr. Spatula to turn evil. It's always the quiet ones. Никогда не ожидал, что мистер Шпатель окажется злодеем. Ну, это всегда самые тихие. Пойдем. I enjoy our little chats. Anything for a friend and registered voter. Все что угодно для друга и зарегистрированного избирателя. Путин Макс. Ну, если бы он еще выступал в одной шляпе. Мочелотрон 9000. He's tearing apart the entire building. Ломает все здание. He's tearing apart the entire building. Not even a dent. They just don't make bullets like they used to. Даже вмятины не осталось. Пули уже делают не те, что раньше. I don't want to shoot my little buddy. Опять он маг. Блин, а куда Хьюберт делся? Нет. Шалфей Брейди. It's our Salvia Hispanica Brady culture head. Safe and fun gardening at home with no threat of legal action due to trademark infringement. Какой-то шалфей в виде головы Брэди культуры. Что-то там... Занимайтесь растениеводством на дому. It's our Salvia Hispanica Brady culture head. Good morning, angels. For your next case, you'll have to go undercover, deep undercover, as queens of the roller rink. Bosley will have all the details. Good luck, angels, and knock 'em dead. I gotta stop moonlighting. Пора перестать работать по совместительству. Блин, ангелы Чарли, это как-то вообще... Мне кажется, Хьюберт просто не захотел возвращаться после того, как они с ним обращались, и он зажил какой-нибудь счастливой жизнью где-нибудь еще. Учитывая, что он как-то смог добраться до Луны. Our right photo from Hugh Bliss's roller coaster. Max just couldn't resist flashing the camera. О, это когда они катались на горках.
Max chatting with the former president before violently decapitating it. Макс беседует с бывшим президентом перед тем, как жестоко его обезглавить. Good morning, angels. For your next case, you'll have to go undercover. Deep undercover. As queens of the roller rink. Bosley will have all the details. I gotta stop moonlighting. Всего один диалог для телефона. Yes, this is this is IP Freely. Do you have Leonard Stick Charmer in the closet? Then you should see a doctor about that. No, wait. Let me start over. Max, crank calls only work when you call someone besides us. This is the only phone number I can remember, Sam. Короче, Макс пытался какие-то шутки на автоответчик наговаривать, но у него не особо получилось, потому что он запутался. И Сэм говорит: Макс, пранки работают, если ты звонишь кому-то, кроме нас. Он говорит: нет, я помню только наш номер. Сейчас посмотрим, что в кладовке. I'm looking for Amanda Beaton Pummel. Wait, never mind. Короче, Макс плох в телефонных розыгрышах. Yes, this is this is IP Freely. Do you have Leonard Stick Charmer in the closet? Then you should see a doctor about that. No, wait. Let me start over. Max, crank calls only work when you call someone besides us. This is the only phone number I can remember, Sam. It's filled with Max's receipts from the tanning parlor. Счета Макса за солярий. This phone table is the most useless thing on God's green earth. Sam, I forgot how to open the closet again. Okay, the second most useless thing. Этот столик — самая бесполезная вещь в мире, и в этот момент Макс говорит: я забыл, как открывать кладовку. И он говорит: нет, это вторая по бесполезности вещь. The second most useless thing in this office. We should just accept we'll never teach that chimp to be a darts grandmaster. At least he's improving. Banana peels are a lot better than what he used to fling at it. Ну, нам пора признать, мы никогда не сделаем из этого шимпанзе чемпиона по игре в дартс. И Макс говорит: ну, по крайней мере, есть улучшения, и кожурат бананов — это намного лучше того, что он кидал раньше. Видимо, какашки. Выключатель все еще не работает, и не выключает лампочку. Голова не... It doesn't sing a little tune and tell you to do things anymore. It doesn't? Он говорит: эта голова больше не поет песни и не приказывает тебе, что делать. И Макс говорит: да, не приказывает. Ну, типа, ему, видимо, приказывают. В его голове. О, они сменили календарь, там теперь Хью Близ, по-моему. The Prismatology Blistacular Shade a Month calendar. This month is fabulous! О, там написано... The Prismatology Blistacular Shade a Month calendar. This month is fabulous! Там написано: вспомнить, что я забыл. I see that America's Next White Noise is still on the air. I voted for bendy images and the sounds of gravel being poured down a toilet. I see that America's Next White Noise is still on the air. I voted for bendy images and the sounds of gravel being poured down a toilet. Я не хочу пересказывать. We really should get rid of that VCR, Sam. It eats tapes. So do you, but I don't think about throwing you out with the trash. Often. For very long. Нам нужно от него избавиться. Он жует пленку. Он говорит: ну ты тоже жуешь, и я ж тебя не выкидываю. Our penny-conscious tape-eating VCR. Экономный, жующий пленку видеомагнитофон. Essential for interrogating perps and telling spooky ghost stories. Лампа необходима для допроса подозреваемых и рассказывания страшных историй. Ох уж эти допросы. О, лягушки-мариачи. Раньше такого не было. Откуда они взялись? Mariachi frogs pose just as they appear in nature. Mariachi frogs pose just as they appear in nature. Там написано: прекрасная Тихуана. О, у них автомат появился. I'm surprised this game survived being thrown clear of the Playland and Casino explosion.
Not nearly as surprised as the guy it landed on. М. Эй, меня просто похвалили. Где приз? Ну, давай. Короче, Сэм говорил, я удивлен, что автомат вообще уцелел после того, как вылетел при взрыве из казино. А Макс говорит, ну ты не так сильно удивлен, как тот парень, на которого он приземлился. I always wondered what the nation's president keeps in his desk. You don't want to know, Sam. Trust me. Стол президента. Стол Сэма. The nerve center of our entire crime-stopping operation. Мозговой центр борьбы с преступностью. О, а эти пончики тоже пропали. Ну, вообще они в последней серии пропали вроде бы. Теперь тут Tried просто nachos мусор. and a pickle juice sludgy. I must have been sleep snacking again. I haven't done that since I was asleep at camp, and somebody put my hand in warm beef fat. Max? All right, I admit it. But the look on your face was classic. Короче, это очень сложная шутка. Очень. Они, в общем, переначали, что если, ну, как в лагерях есть такая шутка, что если руку человека держать в воде, то он вроде бы описывается во сне или типа того. Они переначали, что если руку опустить в еду, то человек, ну, не человек в данном случае, короче, тот, кому так сделают, начнет ходить во сне и есть во сне. И вроде бы вот Макс так над Сэмом пошутил. Не знаю, зачем я вообще это рассказывала. Мне кажется, это и не смешно, и супер странно. Pardoned? Have you been abusing your presidential powers again, Max? That depends on what your definition of abuse is. У них висело объявление о том, что Линкольна разыскивают за преступление, когда он крушил город. А теперь тут оправдан. Он говорит, ты что, опять злоупотреблял своей властью? Какого фига он оправдан? И Макс говорит, ну, смотря как понимать слово «злоупотреблять». Jesse James's shooting hand. Какая рука? Jesse James's shooting hand. Ну, там же стрелковая рука, типа. Ну ладно. Шкаф для дел. We keep everything filed under S for stuff. Угу. Вообще там... Ну ладно, мне тоже лень пересказывать. Ну, там скорее шутка про то, что он говорит, мы все под буквой S храним, как став. Ну, типа под буквой S это как для секретных дел, и они все туда складывают. Блин, Леонард еще жив. Keep up the good work, Leonard. Продолжай в том же духе, Леонард. Keep up the good work, Leonard. Блин, отпустите Леонардо, кому сколько можно. Очки виртуальной реальности. Our broken reality 2.0 goggles. Brady's fro must be at least 60% dust mites and skin flakes at this point. Волосы Брэди уже состоят из пыли и каких-то там частиц. Отрубленная голова президента. It's the former president's dismembered head. Collect all 43. Собери все 43 или сколько? It's the former president's dismembered head. Collect all 43. Дальше еще было 40... Блин,
На какой момент было 43 президента, интересно? Типа на момент, когда они снимали, ну, делали игру? О, это банка с A бактериями. souvenir from when Max eliminated Hugh Bliss. Сувенир на память о Хьюдаре. Пастеризованные бактерии. A souvenir from our takedown of the Toy Mafia. Так, а тут все? Или раз, два, три, четыре, пять, шесть? А, ну да, 6 предметов. На 6 частей. Так, ну мы вроде все посмотрели. I enjoy our little chats. We never should have let that deadbeat Jimmy Two-Teeth sublet. Не стоило сдавать жилплощадь этому неудачнику Джимми Два Зуба. Ту-ту-ру-ту. Ну все. Блин, а почему на эти картины нельзя потыкать? Блин, у них под диван кирпичи подложены. И это офис президента страны. What goes up must come down. Why you fools making all that damn racket? Just to tell you once again. Это who's офис bad. Сибил. Holy Good arm on that one. I'm gonna tear your playhouse down pretty soon. He may be a mechanized engine of wanton destruction, but his taste in hideous middle-of-the-road pop music is impeccable. Блин, он кинул офис Сибил, вообще капец. Да, я заглянула в кладовку, там все то же самое. Типа от 6 дел 6 предметов. И только добавилось от последнего с бактериями. Банка с бактериями от Хьюдара. This parking meter could withstand anything. Ah, parking meters. They're like the cockroaches of architecture. Этот счетчик переживет на... Он говорит, он очень это, типа, крепкий, переживет нас. И Макс говорит, счетчики как тараканы архитектуры. Oh, О, Сэм расстраивается из машинки. Мы не можем пройти к Боско. Хидар, да. Короче, про робота прикол в том, что он цитирует... все, что он говорит, это цитаты каких-то попсовых песен. Некоторые даже как бы знакомы, мне кажется, но я точно не помню. И Макс говорит, ну, у него, по крайней мере, вкус в музыке или что-то такое. Знак одностороннего движения. there's only one way we can go from here. That's the spirit, Sam. Заводной I ключ. can't reach his wind-up key from here. Не могу достать ключ. Мочелотрон 9000. I've lost that loving feeling. Oh, oh, oh. Excuse me, Mr. Ginormous wind-up toy of destruction, sir. Yes. I don't suppose you'd care to stop tearing apart our building. In truth, it does not matter. I exist only as a mechanized engine for destruction. What I do is what I am, whether I care for it or not. Oh no, Sam. He's been to community college. It's trouble, all right. Прекрати, плохой огромный робот. Would you stop doing this, please? If you start me up, I'll never stop. Huh? I exist to destroy. I am carrying out my sole purpose of existence. So philosophically, the question is not would I stop, but can I stop? And the answer? No. Which raises the question. Would I stop beating his rusty metal ass? Or could I stop? Короче, он их овнит. Он слишком умен.
В смысле у меня коробка в инвентаре? У меня как бы коробка отображает инвентарь. Нажимаешь на коробку, показывают, что там есть. Can't stop me now. Пожалуйста, прекрати. We'd like you to stop tearing apart our neighborhood. Celebrate good times. Come on. Ты арестован. Freelance police, you're under arrest. Put down the building and come peacefully, and only one of us needs to get hurt. I answer to no authority but that of my mechanized will. I've got to go where I want to go. Do what I want to do. Мы полиция. Seriously, you're under arrest. We're police. All the cops in the donut shop say, way ho, way ho, way ho, way ho. That's it. No one quotes "walk like an Egyptian" to me and lives. Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Yes, and yes. Ты действительно хочешь меня обидеть, хочешь заставить меня плакать, и Макс говорит да и да. Ну, типа он цитирует. И это известная песня, но я все равно ее не помню. Ты бот? Ты несешь смерть и разрушение? Я всегда знала, что ты агрессор. Мы донесем на тебя. We're gonna report you. What's your serial number? 8675309. I can't take much more of this, Sam. I fought the law and the robot won. Блин, проблема в том, что в субтитрах они еще пытались, ну, то есть они пытались локализовать песни, то есть они сейчас перевели вот это «Миллион миллионовых роз». Не знаю, это сбивает с толку. Да нет. Как же нет, когда да. У меня вопрос. You seem like a smart guy. For a robot. Can you explain something to us? There is no question you could have that I could not answer immediately. Shoot. Metaphorically. Aww. Зачем ты это делаешь? Why are you doing this? I have no choice. The dictates of existential philosophy are clear. When a problem comes along, you must whip it good. Kierkegaard? Close. Devo. Диву. Ну, блин, они даже группу перевели как кино. Капец. Этот перевод, конечно. Вопросов нет. I'm bored with this. Мне надоело. Мы скоро вернемся. We'll be right back. Please remember to re-enter the building so I may crush you in it. Will do. Он говорит, пожалуйста, не забудьте снова войти в здание, чтобы я мог вас раздавить вместе с ним. И Макс говорит, да, мы зайдем. Ну как, весело? Блин, вот это вопрос. Прям твичевские. Never a dull moment, eh, Max? We are going to stop that giant robot from destroying our building or die trying. Die? Really? Did I say die? I'm sorry, I meant kill. I always get those two confused. Макс говорит, мы либо остановим этого робота, разрушающего наше здание, либо умрем, пытаясь. Он говорит, умрем? Серьезно? Он говорит, нет, я имел в виду убьем. Весело тебе? Да. Пошли. Let's get to work. Karma, 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 chameleon. Excuse me, Mr. Mametron. Yes. У меня I вопрос. want to ask you something. У тебя есть свобода воли? Do you have free will? There is no such thing as free will. We do only what we are predetermined to do. Hey, robot, would you be available as a witness for my next war crimes trial? I should have free time after I destroy you both. Great! Он говорит, типа, у тебя есть свобода воли? Он говорит, нет такой вещи, как свобода воли. Мы делаем только то, что предназначено. И Макс говорит, а ты не хочешь выступать моим защитником на суде по военным преступлениям? Он говорит, да, конечно, у меня появится свободное время, когда я вас уничтожу. И Макс говорит, ура. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Does might make right? It might. He's right. Блин, они что-то, короче,
какие-то рифмованные шутейки. И перевод, конечно, опять не в тему. А что, если все это иллюзия? What if everything is an illusion and nothing exists? That theory was refuted by the ancient Australian philosopher Newton John, who said, "Let's get physical, physical, I wanna get physical." It's all so complicated. Короче, он опять цитирует какую-то песню. Бог действительно всемогущ. Could God create a kidney stone so large that even he couldn't pass it? Of course, an omnipotent God can, by definition, create anything he can conceive of. My question, can anyone set up a joke so obvious that even you would not take it? Does not compute. Короче, над ними издевается. Неважно. Лондон, Goodbye, American Boy. Ну, он примерно такого типа он и цитирует. Как бы мне влюбиться, чтобы не ошибиться. Но это опять локализация, я так понимаю. Why do fools fall in love? Why do birds sing so gay, and lovers await the break of day? Он говорит, когда дураки влюбляются, и он начинает что-то цитировать, и я не знаю, почему он задумался, но я знаю, что надо делать. I can't reach his wind-up key from here. А можно его еще отвлечь теперь? Excuse me, Mr. Mametron. Yes. We'll be right back. А, он типа возвращается. Надо будет по новому его Excuse me, Mr. спросить. Mametron. Yes. I want to ask you something. Расскажите, птицы, что вас манит ввысь. Why do birds suddenly appear every time you are near? Do they? Fascinating. Can there be a creature whose existence depends solely on its proximity to an observer? Блин, то есть они его разными вопросами Excuse me, могут Mr. отвлекать? Yes. I want to ask you something. Кто виноват, во всем виноват. Who wrote the Book of Love? Он говорит, I нет, wonder who. я не понимаю. Excuse me, Mr. Mametron. Yes. I want to ask you something. Ты веришь в жизнь после любви? Ну, короче, почему-то все эти вопросы какие-то про любовь, и он над всеми задумывается. Do you believe in life after love? I've never heard the question posed quite that way before. Excuse me, Mr. Mametron. Yes. I want to ask you something. Угу. Why do По-новому. fools fall in love? Why do birds sing so gay, and Нет, lovers не await знаю. the break of day? Давно? Ну, типа, надеюсь, ему там весело. Ну, как Never a весело? dull moment, eh, Max? We are going to stop that giant robot from destroying our building or die trying. Die? Really? Did I say die? I'm sorry, I meant kill. I always get those two confused. Let's get to work. А там вообще интернет-то есть? Типа на телефоне? А, фотку туалет. Какие у вас милые отношения. Присылайте друг другу фотки туалета. Заводной ключ. Блин, а Макс тут скажет что-нибудь новое или нет? Нет, походу нет. I enjoy our little chats. But why? You За were что? trying to destroy us. And worse, you butchered every song I wish I'd forgotten. And another one bites, and another one bites, and another one bites. I hope he didn't fall on anybody important. We'd better hurry down if we want to loot the body for spare parts. I call dibs on any delicious candy that might spill from his demolished innards. О, тут музыка появилась нормальная. До этого она была такая, типа, тревожная. Макс сказал, что, типа, хуже не то, что ты пытался нас убить, а то, что ты надругался над всеми песнями, которые я хотел бы никогда не вспоминать.
О, там трусы на батарее. Трусы в сердечко, но они не кликабельные. Вот шкаф, короче. Леонард все еще жив. Keep up the good work, Leonard. Необычного туалета сельского. Да могу себе представить. Да, наблюдала когда-то. Pardoned? Have you been abusing your presidential powers again, Max? That depends on what your definition of abuse is. Pardoned? Have you been abusing your presidential powers again, Max? That depends on what your definition of abuse is. У них там приколота открытка с Луны. Написано «Приветствие с Луны» или что-то такое. Неплохо управились с роботом. We sure took care of that robot, hey, Max? No time to congratulate ourselves. We've got to go loot the corpse before the neighbors get all the best stuff. Говорит, нужно бежать грабить труп, пока соседи не разобрали самые лучшие части. I enjoy our little chats. Твои трусы? Ты что, там без трусов сидишь? Don't bother him, Sam. Сейчас бы признаваться в таком. Вдруг кто-то заинтересуется, что ты будешь делать? I have a question, Sam. How do you like me now, Spatula? I'll ignore that question, Max, in order to say, look, holy knuckle-cracking Kringles on a bullet train with a sack full of ketchup-covered cheese logs. It does not say that. We were wrong about Mr. Spatula all along. What do you mean, we? This hitman wasn't sent by some lowly goldfish. It was sent from a bleak and desolate wasteland by the most ancient and powerful opponent we've ever faced. A hairy, bloated, pagan god. Santa Claus. О, это так начало. Он говорит, это, типа, мы ошибались, это не мистер Спатула послал, и там надпись от Санты. Он говорит, это самый древний и страшный противник, с которым нам придется столкнуться, древний бог. Ну, типа, действительно же, Санта-Клаус это такая переделанная сказочка. Придется надеть трусы. О, шипучки. Well, here we are at the North Pole. When we find Santa, leave the talking to me. And the hasty trial, the harsh sentencing, and the immediate execution. Hold on. You can't be Santa's judge, jury, and executioner. Don't I get to do anything? What the hell are they doing here? I don't know. Блин, тут музыка забавная. Она типа... Она типа рождественская и при этом жуткая. В минорной тональности, если можно так сказать. Кое-что напомнил? Блин, луна такая огромная. Oh, hey, look, Max. It's the soda poppers. Again. We thought you'd all gotten taken out in the Great Dakotan conflict. You must be relieved to see we made it. Right, relieved. What are you doing here? We all got terrible presents from Santa. So we decided to come to the North Pole and return them. Better that than spending Christmas Eve with a shotgun aimed at the fireplace. Kids today have no respect for tradition, Sam. Говорит, ну нам достались ужасные подарки от Санты, и мы приехали, чтобы их вернуть. Лучше уж так, чем Рождество провести, целясь ружьем в дымоход. И Макс говорит, блин, никаких традиций не осталось у молодежи. Понятно. Блин, сочувствую. Я думаю, у него жизнь не очень хорошо пошла в плане здоровья.
Почему бы вам не войти? Why don't you go inside? We were on our way in when we heard some frightening noises coming from the workshop. It almost sounded like... Gunshots? Yeah, how did you guess? Sam, why am I the only one who associates Christmas with the sound of gunfire? Best not to think about it, Max. Говорит, почему вы не вошли? Ну, он говорит, ну мы услышали какие-то странные звуки из-за двери. Макс говорит, выстрелы. Они говорят, да. И Макс говорит, а почему только у меня Рождество ассоциируется с выстрелами? Я так Why don't понимаю, you это go тот же inside? вопрос. We're waiting for the shootout to end. I can respect that. How? Он говорит, мы ждем, пока стрельба прекратится. Сэм говорит, ну, я, в общем, могу уважать такую точку зрения. И Макс говорит, как вообще, как ты можешь это уважать? Модельки подтянуть. Честно говоря, не знаю. Мне кажется, что все-таки нет. Я думаю, это божественный 360. Можешь пересмотреть старые воды в 360 и сравнить. Хотя, блин, не знаю. Так, а что вам подарил Санта-Клаус? What did you get from Santa? A jar full of rhinoceros musk. Yes, another one. I got a see-through 90. It's beautiful, but I don't have the hips for it. I'll trade you. Why? What did you get? Tuberculosis! Блин. That's what I gave Sam last year. And that's why we no longer have Secret Santa at the office. Короче, говорит, что он подарил Санта? Знайка говорит, банку носорожьего жира, но у меня она уже есть. Типа еще одна мне не нужна. Лейка говорит, прозрачную ночнушку, но она не подходит к моим... Ну, типа, нужны бедра получше, типа, для нее или что-то такое. И Глазейка говорит, я, типа, готов поменяться на ночнушку. Он говорит, а тебе что? А мне туберкулез и кашляет. И Макс говорит, это же тоже то, что я подарил Сэму в прошлом году. И Сэм говорит, вот поэтому мы больше подарками не обмениваемся. Вы все еще губернаторы? Aren't you guys governors of the Dakotas? We were, but that wasn't enough. So we annexed Nebraska. Unfortunately, there was a bit of a disagreement. With who? 2.5 million voters. They won. Ну, и говорит, мы были губернаторами Дакоты, но решили, в общем, захватить Небраску, и потом что-то 2,5 миллиона избирателей были против. Вы собираетесь снова баллотироваться? Are you going to run for re-election? No, now we're focused on environmental issues. We've got a new respect for nature since we got kicked out of the governor's mansion. Can we stay with you guys? No. Говорит, вы собираетесь снова баллотироваться? Они говорят, нет, мы занимаемся вопросами экологии. Можем мы с вами остаться? И они говорят, нет. Пока. We should be going. Christmas isn't going to save itself. Yeah, not like that snobby, self-sufficient St. Patrick's Day. Ну, он говорит, нужно идти, а то Рождество само себя не спасет. И Макс говорит, ну да, не то, что этот самодостаточный день Святого Патрика. Не хотеть тубик на НГ? Фу, нет. Нет, не надо. Очистка желтого... О, кстати, тут опечатка. Очистка желтого снега. This thing takes yellow snow and bleaches it into fresh sanitary snow. Want to have a snowball fight? Not without industrial goggles, I don't. Не очень поняла. Ну, говорит, отбеливает снег. No, one snowball is probably more than enough. А, он подобрал снежок. Лол, у меня теперь есть снежок. I don't want to start a war I can't win. Не собираюсь начинать войну, которую не могу выиграть. Hey, Wizard, What?
Please forgive us for what we are about to do. Oh, crap! You guys are gonna kill me, aren't you? What? No. Man, you need to relax. Take a deep breath. Let your guard down. Yeah, you're right. I don't know why I'm so tense all the time. И чё? Hi, guys. See you later, guys. О, там сани были на заднем фоне. Прожектор. That searchlight makes Santa's workshop feel like a prison. Funny, I was thinking the same thing. So we're agreed. We're getting one for our office, right? You bet. Говорит, этот прожектор делает мастерскую Санты похожей на тюрьму, и Макс говорит, да, я тоже об этом подумал. Говорит, ну, тогда надо такой же поставить в офисе. Ah, I love the smell of snowballs in the morning. Люблю запах снежков по утрам. Напалма. Второе счастливейшее место на земле. Колючая проволока. Chocolate-covered barbed wire. Wow, chocolate really does go well with everything. Колючая проволока в шоколадной глазури. И Макс говорит, типа, шоколад ко всему подходит. Снеговик. He's really let himself go. He's really let himself go. Говорит, позволил себе распуститься, но это отсылка к песне. Типа, ну, короче, ладно. Да, мне тоже интересно, какое первое счастливое место. Труба Санта-Клауса. It's Santa's chimney. Do you think he ever pops down his own chimney, delivering presents to himself? If he's been good that year, sure. Говорит, ты Hey, my думаешь... snowball melted. Блин, снежок растаял. Он говорит, ты думаешь, Санта спускается по трубе, чтобы самому себе доставлять подарки? Он говорит, да, если он хорошо себя вел, то да. Маленький топиарий. It's a topiary planted in a tiny clay pot. What's a topiary? That. И что такое топиарий? Вот это. Я так понимаю, это кустик просто. It's a topiary planted in a tiny clay pot. Тебе не холодно? Aren't you freezing? It's not so bad once you get used to it. Are you used to it yet? No, I'm freezing. Тебе холодно? Он говорит, да не так плохо, когда привыкаешь, а ты привык? Нет, я замерзаю. Как нам остановить Санта-Клауса? Any ideas on how to get Santa to come out? Let's burn down the workshop and wait for him to run out. But what do we do if he doesn't come out? I don't know. Try it again. Сожжем мастерскую и дождемся, пока он выбежит. А если он не выбежит? Не знаю, попробуем еще раз. Может, я умираю? What are the warning signs of hypothermia? I don't know. And if you find out, don't ruin it for me. I want to be surprised about which of my organs shuts down first. Хочу, говорит, пусть будет сюрпризом, какой из моих органов откажет первым от холода. Но там очень холодно, судя по всему. Let's keep moving. Good idea. I don't want to have to huddle to stay warm. No offense. None taken. I'm not much of a huddler either. Не хочу обниматься, чтобы согреться без обид. Да, я тоже не хочу. Бойлер. How we doing on fuel? It's running low on coal. Угля не хватает. То есть они потом смогут полетать на этих санях? Сани Санта-Клаус. This must be Santa's sleigh. Where does he attach the flying reindeer? There's a boiler on the back. Whoa, tough break for the reindeer. The boiler runs on coal, I think. Он говорит, а где же, ну, типа, куда оленей запрягать? Он говорит, тут сзади печка. Он говорит, о, не повезло оленям. Он говорит, печка, похоже, на угле работает. Ну, по крайней мере, я надеюсь. О, там что-то на снегу. Там знак Бэтмена. Let's keep moving. А, снежный дьявол. Я думала, Бэтмен. Aw, it's adorable. I think it might be a warning, Sam. Still adorable. И то это мило. Я думаю, это может быть предупреждением, но все равно мило.
Ну, типа снежный ангел, снежный дьявол. А как далеко можно уйти? Все, нет, я уткнулась в край карты. На закиси азота. Колючая проволока. Так, стоит ли брать снежок или не надо? Да, возьмем на всякий случай. Вдруг сразу получится его использовать. Ого. Ding dong! Justice calling! You've got to help us. He'll kill us all. Now, Max is harmless. Mostly. Not him. Santa. He forced us to make all those awful, hurtful toys. We don't know what's gotten into him. The snow will turn red with the blood of the naughty. The cartoons always made him seem a lot more jolly. Снег станет красным от крови непослушных. И Макс говорит, в мультиках он добрее выглядит. We're trying to talk to Santa. You know him? Oh, sure. He's the one who put me in charge here. Was that before or after he went crazy? I'm not sure. When someone offers me a promotion, I don't ask a lot of questions. Говорит, вы знаете Санту? Он говорит, да, это он меня тут главным поставил. Он говорит, а это произошло до или после того, как он с катушек съехал? Он говорит, не знаю, когда предлагают повышение, то не задаешь вопросов. Что случилось с Санта-Клаусом? What happened to Santa? I don't know, but if you ask me, it was only a matter of time before he snapped. He's always been a little crazy. He has? Think about it. The man gives presents away for free. I always assumed he did it for the tax write-off. Блин, я забыла, с чего начинался диалог. Ну, короче, эльф говорит, что это было только вопрос времени, когда Санта окончательно сойдет с ума. Он всегда был немного сумасшедшим. Почему? Ну, сами подумайте, кто станет бесплатно раздавать подарки, типа псих. Он говорит, да я думала, он это делает, чтобы уйти от налогов. How do we talk to Santa? I don't think talking is going to do any good. All he wants to do is shoot everything. That's understandable. You gotta get his gun away from him, or he's gonna make us do bad things. Он и до этого говорил, что он их заставил делать какие-то плохие подарки. Ну, точнее, даже не подарки, а опасные какие-то игрушки, что ли. Он говорит, отберите у него автомат, а то он нас заставляет делать плохое. Куда все делись? Where are all the other elves? Santa fired them. To stay competitive with the other major holidays, we had to outsource our gift manufacturing. How'd the elves take it? They all got together and sang a farewell song. Oh, that's sweet. You didn't hear the song. Let's just say it wasn't very Christmassy. Где остальные эльфы? Он говорит, Санта их уволил, чтобы конкурировать с другими праздниками, отдали на аутсорсинг делание подарков. Он говорит, ну и как эльфы это восприняли? Он говорит, ну они собрались в круг и спели песню, но вы просто не слышали эту песню, скажем так, она была не совсем рождественская. Хотела бы я услышать эту песню. Кто делает игрушки? Who manufactures the toys now? It's all been moved off-site, so officially speaking, I have no idea. What about unofficially? Baby penguins. Кто делает подарки? Он говорит, ну, все отдали на сторону, и официально говоря, понятия не имею, кто делает. Он говорит, а неофициально. Маленькие пингвинятки. Это отсылка к маленьким, типа, к детям китайским, которые работают на фабрике. Пингвинята? Why on earth would you use baby penguins? The adults refuse to work without a health plan. Почему вы используете маленьких пингвинят? Взрослые пингвины отказались работать без медицинской страховки.
И как пингвинята хороши. Do the baby penguins do good work? Sure, if you don't mind toys that have a slightly fishy smell. Giving them or receiving them? You can use the gift tube over there and see for yourself. Подарки от пингвинят воняют рыбой немного. И потом показал, что какая-то труба с подарками у них есть. И каково оно жить здесь? What's it like living at the North Pole? I wouldn't know. I commute. Увидимся позже. Merry Christmas. Don't remind me. If we don't deal with Santa soon, we'll never make our shipping date. Hey, my snowball melted. Блин, снежок растаял. Ладно, я все равно не знала, что с ним делать. О, компьютер, пушка, игрушечная гильотина, кегли для боулинга, игрушечная птичка. Even when toys were made of wood, this would have been a disappointment. Even when toys were made of wood, this would have been a disappointment. Даже когда игрушки делали деревянными, и то такая игрушка была бы разочарованием. Collect all 10. Собери все 10. Collect all 10. Почему 10? Пушка. It's one of those infinitely reloading cannons. Is it loaded? Well, yes. It even has the easy light wick. Пушка заряжена. It's one of those infinitely reloading cannons. It even has the Бесконечный easy light заряд. wick. Бесконечный запас заряда. Блин, теперь мне эта музыка что-то напоминает. Ну ладно. Игрушечная Toy гильотина. Marie Antoinette sold separately. Игрушечная Мария Антуанетта продается отдельно. Так, это другой эльф. We're trying to talk to Santa. You know him? Mind if I keep cowering? I'd encourage it. Just remember to cower with your legs, not your back. Что это случилось с Санта-Клаусом? Any idea why Santa went nuts? Beats me. I'm the intern. I just came off the assembly line yesterday. Jumping jacks and half stacks of hat racks. Are you saying elves are made in factories? Because if you are, I want to place an order for 6 million. Also, tell my army they're fired. No, I meant I was working in a factory. Ah, that makes a lot more sense. What did the factory make? Elves. Короче, очень много было. Ну, в общем, он сказал, я тут стажер, я только недавно с фабрики. Он говорит, о боже мой, вас что делают на фабрике? И Макс говорит, я хочу заказать 6 миллионов и уволить свою армию. Он говорит, нет, я с фабрики в том смысле, что я работал на фабрике. А что она делала, эльфов? Что у Санта-Клауса за проблема, напомни? So what happened to Santa? Beats me. I'm the new guy. Угу. Что-нибудь необычное наблюдалось? See anything unusual lately? Well, this morning I could have sworn I felt the presence of an unspeakable evil. Tell us more about this unspeakable evil. I'd rather not speak about it. Вот я почувствовала присутствие невыразимого зла. И он говорит, расскажи нам больше об этом невыразимом зле. Он говорит, я бы не хотел выражать его. Неописуемое зло. Can't you tell us anything about that unspeakable evil? Oh, don't you know what unspeakable means? Блин, что-то у меня какие-то пролаги начались. Так. Блин, что-то как-то странно. Блин, игра много отожрала, нифига себе. Она успела так сделать. И почему? Очень странно. Очень. Ладно.
Короче, я не знаю, если сейчас будет так тупить, то, наверное, лучше ее вообще перезапустить, что ли. Что ты делаешь? So what do you do here? I'm supposed to make this tree grow How? by crying. Christmas trees love elf tears. Heck, who doesn't? It makes them grow up big and fast. But I'm too darn happy. I'll never be able to cry. What a shame. It's enough to make you cry. I wish. Ну, он говорит, что он должен вырастить елку эту, и елки растут от слез эльфов, но он слишком счастливый, чтобы плакать. Мы можем довести тебя до слез. I'll bet we could make you cry. Thanks. I've been trying to cry, but I'm just too darn happy. We can fix that. In fact, that's about the only thing we can fix. If you want to make me cry, go ahead. We want to! We want to! Me first! Блин, жесть. Он говорит, типа, я слишком счастлив. Он говорит, Сэм говорит, мы можем это исправить, и вообще это единственная вещь, которую мы на самом деле можем исправить. Так, это Макс. Тебя усыновили. In case no one mentioned this to you yet, you were adopted. Finally! I've been living at that orphanage for 30 years. It was starting to get pretty awkward. Where are my new parents? They just died. Oh, well, easy come, easy go. Тебя усыновили, он говорит, наконец-то я в долбанном приюте 30 лет провел, и это уже начало казаться странным. И где мои новые родители? Он говорит, ну, они умерли. Он говорит, ну, ладно, что пришло, то ушло. Санта-Клаус не существует. You don't still believe in Santa Claus, do you? Sure I do. I saw him this morning. Well, I hate to be the one to break it to you, but Santa isn't real. He's just make-believe, like the Black Easter Bunny, or elves. But I'm an elf. That's what makes this so hard. Wait a second. Are you saying I don't exist? Can you prove that you exist? Well, sure. I mean, no. I guess I can't. Ouch. Tough break. Блин, они его довели до слез. Surprise! We were lying! Congratulations, you exist. Nice try, but I don't believe in you either. А надо несколько раз его довести до слез, я так понимаю. Или достаточно? Я просто хочу остальные эти варианты вопросов потыкать. И, короче, там был очень сложный прикол, то, что они начали говорить, что Санта не существует, так же, как пасхальные кролики и эльфы. Он говорит, ну я же эльф, меня-то что тоже не существует. Но я могу доказать. Потом говорит, нет, я не могу доказать, что существую, и начал плакать. Merry Christmas. It sure is. Блин, нет. Не, у меня все остальные диалоги проскипались. Блин, автосейв был это. Блин, надо чаще сохраняться. Ну что за нафиг? Автосейв аж снаружи был. Ладно, я сейчас так сделаю. Я сейчас пойду сразу туда, поговорю с ним. А потом загружусь обратно. Ding dong! Justice calling! You've got to help us. He'll kill us all. Now, Not him. He forced us to make all those awful, hurtful toys. We don't know what. Что там на пушке написано? With the blood of the naughty. The cartoons always made him seem a lot more jolly. we're trying to talk to Santa. You know him?
Mind if I keep cowering? I'd encourage it. Just remember to cower with your legs, not your back. So what do you do here? I'm supposed to make this tree grow. How? By crying. Christmas trees love elf tears. Heck, who doesn't? It makes them grow up big and fast. But I'm too darn happy. I'll never be able to cry. What a shame. It's enough to make you cry. I wish. I'll bet we could make you cry. Thanks. I've been trying to cry. We can fix that. In fact, that's about the only thing we can fix. If you want to make me cry, go ahead. We want to! We want to! Me first! Мы убили твою собаку. We killed your dog. Oh, no! Yep, he or she ran right in front of our car, and, well... I tried to draw you a picture, but I ran out of red crayon. That sounds awful, but I don't have a dog. I know. We got him for you. And then we killed him. Feel like crying yet? Was he a good dog? Oh, yeah. Well, then at least he's in doggy heaven now. Мгм. Говорит, ну, у меня нет собаки, ну мы тебе ее купили, а потом убили. Он говорит, ну это была хорошая собака, значит она теперь в собачьем раю. Я скормлю тебя белому медведю. Start crying or I'm gonna dip you in honey barbecue sauce and throw you to a polar bear. Oh, goody! I love polar bears. Don't you get it? A polar bear would chomp your head off. What? Nothing that cute could be dangerous. Ouch! I didn't think I still had feelings, but there they are. Говорит, я тебя скормлю полярному медведю, он говорит, кину тебя, точнее, полярному медведю. Он говорит, обожаю полярных медведей. Он говорит, он тебе голову откусит. Говорит, нет, полярные медведи такие милые, они не могут быть опасными. Вырву тебе глаза. I'll pluck out your eyeballs and use them as Christmas tree ornaments. Oh, no! Wait, how am I supposed to cry if I don't have any eyes? We could try it and see what happens. Thanks, but I'd rather keep my eyes. Начинай плакать, или я вырву твои глаза, повешу на елку. Он говорит, как же я буду плакать, если у меня не будет глаз? Даже не знаю. Yeah, I got nothing. Sam? Блин, у Макса кончились варианты. Так, ты уволен. You've been fired. Oh, no, why? The children of the world decided they wanted 2 Halloweens this year instead of Christmas. If you feel like crying, now would be a good time. Or now. Or now. Why would I want to cry? With all the extra time to prepare, next Christmas is gonna be the best one ever! О, боже, какой он счастливый, правда. Он говорит, тебя уволили, потому что дети захотели 2 Хэллоуина в этом году вместо Рождества. Он говорит, ну, будет столько времени на подготовку, и Рождество в следующем году будет самое лучшее. I give up. You're right. This is hopeless. I should just lie down and cry. Then why don't you? Because I'm too happy. Haven't you been listening? Блин, какой он отвратительный. Так, ладно. Сейчас, я думаю, водички попью.
Так. Новогодняя елка. That's a big honking tree. Those elf tears really work. Эльфийские слезы, правда. Блин, я не ткнула на елку, когда она была еще маленькой. Ну ладно, ради этого я не буду перезагружаться. Там печенька на окне. Так, это что вообще? Чё? Какой бомбардировщик? Он праздничный бомбардировщик. Блин, меня от него укачивает. It's a toy bomber. Or a real bomber that just takes tiny warheads. Makes me wish we still had that box of tiny warheads. Not me. That was our best fishing trip ever. О боже. Говорит, это игрушечный бомбардировщик, и Макс говорит, или он просто с игрушечными боеголовками, и, короче, они рыбачили игрушечными боеголовками. Короче, не игрушечными, а крошечными. Я запуталась. Все, я не хочу это пересказывать. Ящик в слизи. What is this gelatinous goo? I don't know, but for once, I don't find myself wanting to eat it. There's a mailing label. To Santa. From Lower Manitoba. And they said Santa never gets gifts. Он говорит, и Санти из Нижней Манитобы, он говорит, еще говорят, что Санта не получает подарок. Какая-то фиолетовая слизь. A crate covered in gelatinous goo. To Santa. From Lower Manitoba. A crate covered in gelatinous goo. To Santa. From Lower Manitoba. Счастливые эльфы делают счастливые игрушки. Сом с усом. Блин, я помню. I wonder why they call this the Flounder Pounder. Флаундер Паундер. Он стреляет своими мечами. Почему Макс каждый раз подходит, чтобы в него попало? Жесть. О, а в него можно снежок запихнуть, наверное. Ванька, встань-ка. Жесть, какой он ужасный. The Bop Buddy Pre-Adolescent Aggression Management System. Система управления гневом для The несовершеннолетних. Bop Buddy Pre-Adolescent Aggression Management System. Батут. We've got better things to do than jump around on a trampoline. We do? Not really. We've got better things to do than jump around on a trampoline. Говорит, у нас есть дела поважнее, чем прыгать на батуте. Макс говорит, да. Ну, вообще-то нет. Прыгает, потом говорит, нужно найти дело получше, чем прыгать. Дозатор подарок. This tube spits out presents. Hey, it's just like me! I wouldn't call those presents, Max. Говорит, выплевывает подарки, ну, прям как я. Ну, я бы не назвал это подарками. То, что ты выплевываешь. О, Северный полюс. Hey, it's the North Pole. The magnetic center of the Earth. Magnetism? Don't tell me you're one of those kooks. You don't believe in magnetism? It's an interesting theory, but I'm not convinced. Your magnetism is a cute bedtime story, but I believe in one thing. Okay, fine. I guess I can believe in two things, but that's my limit. Короче, Макс говорит, что он не верит в магнетизм. Это бабушкины сказки, и его невозможно убедить. Говорит, я верю только в одну вещь, и, видимо, собирался сказать, что он верит в свой этот писмейкер, как он называл свое оружие. В общем, достал его протянуло к полюсу. Он говорит, ну ладно, я могу поверить в две вещи, но не больше. Блин, я чувствую себя, уже начинаю чувствовать себя немножко дебильно с тем, что я пересказываю эти, типа, шутки и диалоги, хотя есть субтитры, но... Я думаю, мне не понравится смотреть этот вот. Let's do that thing with our guns again. Лоу.
Magnets are magic. Бангкок, Хельсинки, Толедо. Let's do that thing with our guns again. Мгм. Интересно, это Magnets are magic. надо будет использовать это как-то? Так, Макс. Filled with good cheer yet, little pal? Up to my jaundiced eyeballs, Sam. Что мы будем делать с Санта-Клаусом? I'm a little concerned about the heavily armed sniper behind door number 1. Let's rush him and brave the inevitable hail of bullets. I'm sure he can't take out more than 5 of us before we break down the door. Actually, I was hoping for an approach where someone survives. Me, for example. Spoil sport. Короче, Сэм не одобряет идею броситься под пули. Эти эльфы меня пугают. Are those guys elves or space aliens? I think it's one of each. Это эльфы или какие-то инопланетяне? Говорит, ну, и того, и другого понемногу. Где все огромные боевые роботы? I wonder where they keep the giant robots. Right outside our office, apparently. I wonder where they keep the giant robots. Right outside our office, apparently. Говорит, ну они боевых роботов держат перед нашим офисом. Ну, за работу. Let's get cracking. The eggnog smell in here is starting to get to me. Merry Christmas, Sam. Эгног — это же типа Гоголь-Моголь. Говорит, запах меня уже достает. Проигрыватель. It's Santa's record player. Do you think it still works? Since we haven't gone near it yet, I assume so. It's Santa's record player. Угу. Так, я еще не смотрела компьютер. This must be what Santa uses to send presents. О, чего? Пума в коробке, требуется дополнительный монтаж. Нет на складе Мачелатрон 9000. Эксклюзив от Санты. Одержиматический секундомер. Он громкий. Новинка. Моя первая глава Майи. Майи — это головы с острова Пасхи. Кайфовальные пилюли для бабули. В магазинах таких нет. Идите. Ванна для ног и аквариум для пираний. Пираньи продаются отдельно. Cougar in a box. That's a pretty small box for a cougar. Yeah, it says some assembly required. Ew. Now we just need to attach a gift tag. Бирку. Подарочную бирку. Look, gift tags that say from Santa on them. Perfect. I've had a hard time lately getting people to open packages that say from Max on them. You only have yourself to blame for that. It was worth it. Он говорит, хорошо, что есть бирки с надписью от Санты, а то люди не хотят почему-то открывать подарок, если там бирка от Макса. Он говорит, ну ты сам этого добился. Ну, того стоило. Who's it for? Пуму? Хочет ли Пума тебя? Вот в чем вопрос. Сейчас никто. Actually, I can't think of anyone who'd want it. Let the winds of ill fortune carry it to an undeserving recipient then. Говорит, пусть ветра неудачи несут это к несчастному, короче, человеку. Редмонд сможет тебе прилететь. Если ветра неудачи поработают. А почему нельзя было Боско, например, отправить? I wonder what the elves have on their office computer. Oh, let's read their email. It's a high score list for Minesweeper. Let's see. Prancer, Wiggles, shambling corporate presence? How'd that get there? Well, pretty soon it's gonna be all Max. Now how do I start a new game? Sorry, I think it's Frozen. Computers and icy Arctic wastelands. A bad combination. Он говорит, компьютер завис. Он говорит, компьютеры и Арктика — плохое сочетание. Ну, типа, потому что завис, как Frozen, замерз. А к Боско нельзя было зайти. Там
там все развалено, короче, и завален проход к магазину. И потом, после того, как они убили робота, автоматически нас переносят сюда. Я, кстати, даже не помню, можно ли будет в Боску зайти вообще или нет. Тут какая-то игра. Шахтер. Шахтер? Шахтер, но это же сапер, я так понимаю. It's a high score list for Minesweeper, Prancer, Wiggles, and the Shambling Corporate Presence. И там ползучее корпоративное присутствие в рекордах, а ползучее корпоративное присутствие это в эпизоде «Реальность 2.0», когда типа они там в какую-то дыру попали, и оно жрало магазин. И оно еще сожрало это, веру в человечество. It's a high score list for Minesweeper, Prancer, Wiggles, and the Shambling Corporate Presence. Они ползучее корпоративное присутствие перевели как что-то объединенная сущность, короче, капец. Так, что я еще не тыкнула? Наверное, все, да. О боже! Элмер для пыток. Господи, Элмер, нет. It's a Torture Me Elmer doll. Look, he comes with his own breakable spirit and detachable retinas. Капец, даже переводить не хочу. Пересказывать точнее. Элмер для пыток. Производственные испытания. Жесть какая. Да, момент с текста в РПГ, да. Hi, we're collecting guns for tots. Care to make a donation? Red Reader. Так, а Red Reader как переводится? Ладно. Delivery for Mr. Claus. You'll need to sign for it, so if you could just put down the gun. Короче, он с ними не разговаривает. А что можно сделать? За что? Мы хотим поговорить с How do we Сантой-Клаусом. talk to Santa? I don't think talking is going to do any good. All he wants to do is shoot everything. That's understandable. You gotta get his gun away from him, or he's gonna make us do bad things. А нельзя сделать, чтобы он Merry к Полису Christmas. If you say притянулся? so. Улейка. Wow, I can't believe he filled up the entire can. Yeah, we must have really terrified the poor guy. Good work, little buddy. Oh, stop. Now you're gonna make me cry. Блин, мы можем... О, самый простой лабиринт в мире. It's the world's simplest maze. What's the big deal? All mazes are simple. Not everybody has your knack for lateral thinking and heavy ordnance, Max. О, можно с ним что-то сделать? It's a toy bomber. Сложно. А зачем нам лабиринт? У нас есть лабиринт. Ну, лейка, я так понимаю, там на улице стоит растение, можно его полить. Красное очко, что? Не знаю. Блин. Hi, it's us again. Just checking to see if you still have that gun. Блин, Санта. It's Santa's record player. Блин.
Mametron 9000. Out of stock. Obsessomatic stopwatch. Start kids' panic ulcers early with a constant reminder that they're always running late. You can hear the precious moments of your life passing with every second. Now we just need to attach a gift tag. М, I don't think we need one of those. We just need to put a gift tag on it to send it. What unlucky person should we mail this to? Нет, ну почему? Actually, I can't think of anyone who'd want it. Let the winds of ill fortune carry it to an undeserving recipient then. Дед поехал. Да. Блин, что, наружу надо идти, что ли? Блин, а Макс сможет запрыгнуть, если бомбардировщик этот включить? М, Go for it, Max. Нет. Блин, жалко. Хорошая же была идея. It's a toy bomber. Ой, ну и ладно. Подарочек. Любой. Так, ну ладно, допустим, я полью. А эти вилы нельзя вытащить? А, можно в дымоход залезть. Here we grow. Hey, Sam, give me the rest of those elf tears. I've got a date with an unsuspecting metropolis. Sorry, little buddy. They only work on plans. You win again, Tokyo! Ты выиграл Токио. Короче, я не знаю, по-моему, Макс что-то хотел провернуть, связанное с Годзиллой. Огромный топиарий. А как залезть? О, они просто залезут? Оу. Oh my god, I'm on fire! Я горю. Merry Christmas. Become bearing good cheer and high-powered pistols. Sugar plum fairies! Santa, you okay in there? Ho 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 ho! Eat hot lead, you little imp! Так. Ам. Новогодняя пластинка. It's an album of satanic Christmas songs. Oh, it includes the smash hit, The Friendly Demon Song. I can't think of anything to say right now. Там написано Карлов. Пальто Санта-Клаус. I've never seen Santa take his coat off before. Now that you mention it, I don't think I've ever seen you take your coat off either. I haven't. Никогда не видел, чтобы Санта снимал свой костюм. И Макс говорит, ну, я никогда не видел, чтобы ты снимал свой костюм. Он говорит, я и не снимал. It's Santa's hat. Do you think it's magical? Nope. The tag says it's 100% polyester. Wow, that's the exact opposite of magical. Стопроцентный полиэстер — это полная противоположность волшебному. Оленья шкура? Нет. Бедный оленик. I'm pretty sure it's either Dasher or Dancer. Пергамент. They're exorcism instructions. Wicked! I want to do it now! But we don't know anyone who's possessed. Or do we? How do we start? Hey kids, want to silence those inner voices? Do I? No more messy arcane rituals. The My Little Demon playset makes it easy. First, signal the emergence of the demon with the 4 Horsemen of the Apocalypse action figures, sold separately. Aww. Ask your parents to help you place the horsemen around a powerful magnetic pole.
Roman Polanski? Finally, draw the Hellspawn out by singing the friendly demon song, using personal information about your demon. He won't be able to resist. This is gonna be the best Christmas ever! Короче, они нашли инструкцию по экзорцизму, и они предполагают, что Санта одержимый. Там нужно каких-то всадников апокалипсиса расставить вокруг столба полюса и спеть им песню, какую-то дружелюбную песню для демона. Да, я не плакаю. Ну, олень и олень. Фотография. It's either a trip to the zoo or Santa's gotten remarried. Either way, I can't tell what he sees in her. Yeah, I think you'd need a wider lens. It's either a trip to the zoo or Santa's gotten remarried. Either way, I can't tell what he sees in her. Yeah, I think you'd need a wider lens. Он говорит, либо это фотка из зоопарка, либо Санта снова женился. Он там обнимает какую-то мохнатую ногу. Performance reviews for young Hold children. still while I give you your present. Блин, а как выходить-то отсюда? А, я, наверное, могу на дымоход нажать. Блин, а он типа... Нифига у него слух. Наполнитель носков. Картаны не плачут. Да сам-то ты надоел. Так, ладно, надо с Максом поговорить. Если у него тут есть новый диалог. Похоже, он все-таки не сошел с ума. Now that we know Santa's possessed instead of crazy, we can help him. What if he's possessed and crazy? Well, there's always the music industry. Что-то я не поняла прикол, ну ладно. Он говорит, ну типа мы теперь знаем, что он не сумасшедший, а одержимый. И он говорит, а что если он и сумасшедший, и одержимый? И Сэм говорит, что типа можно пойти в музыкальную индустрию. Don't be too loud. I'd hate to see you full of buckshot. Better warn your tie. Ну ладно. Стоит ли спасать Рождество? Maybe we shouldn't save Christmas after all. Sam, no! We can't let Thanksgiving get the upper hand! Не можем позволить Дню Благодарения победить. Что ж, у нас еще куча дел. Well, we've got things to do. I think I left my needlepoint in the car. Инструкции по экзорцизму. To exorcise the demon, it says we'll need to collect the 4 Horsemen of the Apocalypse action figures, place the horsemen around a magnetic pole, then draw the demon out using the friendly demon song. Блин, а где я возьму этих лошадок? А, я, наверное, могу вернуться. В смысле, в офис. Да, шутки сложновато. Так, а эти что-нибудь новое скажут? Hi, guys. Why don't you go inside? We're waiting for the shootout to end. I can respect that. How? See you later, guys. Короче, я думаю, стоит пока в офис вернуться. Хотя у нас есть пластинка. Ладно. Where to, Sam? Назад в офис. Let's head back to civilization, or what's left of it. Good thinking. We can always freeze to death out here later. Всегда можем замерзнуть до смерти в другой раз. О, Сибил теперь в другом месте, потому что робот ее туда кинул.
постеры. That Orwellian touch brightens up any neighborhood. Чего? That Orwellian touch brightens up any neighborhood. That Orwellian touch brightens up any neighborhood. Короче, в духе Оруэлла, ну ладно. Targeted ominous marketing. I О, like that. стинки. Так, стоп, стинки открылись? Targeted ominous marketing. I like that. Targeted ominous marketing. I like that. Стинки прямо позади тебя. Do you want to make more money, Max? Sure, we all do. Do you want to make more money, Max? Sure, we all do. This was a lot more exciting than Manly Deeds, Womanly Words, the Maryland story. This was a lot more exciting than Manly Deeds, Womanly Words, the Maryland story. Ладно. Закрыто. Sybil's not here. It's closed. Open 24 hours unless I don't feel like it. Or a giant robot tosses the entire building a city block. Так, ну, думаю, можно к Боску зайти. Если получится. Ну-ка. Welcome to Bosco's Inconvenience. Please wait while I determine whether you are truly welcome or if I am just uttering idle pleasantries. Nothing says inconvenience like a full-body search before you can buy your candy cigarettes and all-day suckers. You have been deemed not unacceptable. Welcome. Bosco, your disguise. It's hideous. Claw my eyes out, Sam! I can't bear to look at it! Not if I claw my own eyes out first, little buddy. I'm not wearing a disguise. Wow! I forgot how ugly you were without a wig or hat or something. My package! Не обидели Боска. Ладно, хорошо. Как ты так на Боска уходишь? Почему без переодевания? What, no hilariously inadequate disguise this time? Sam, you poor naive fool. Don't you realize the time for disguises is past? Yeah, you poor naive fool. Don't you realize that? Quiet, head knuckle. A disguise could never protect you from THEM. Them? You scared me. Маскировка не поможет, если за тебя взялись они. Кто они? Who's them? That's exactly what I'm trying to figure out. I'm watching, I'm listening, and I will find THEM. Well, if you do, tell them... Okay, this is getting old fast. Они. Them. Они. Them. 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 Что с твоим магазином? What's with your store? I'm not sure if you noticed, but this ain't a store no more, man. I haven't noticed anything. I've got $100 trillion and 1,000 faceless enemies. I don't need to sell anything. Then why keep the place open? I'm a people person. Говорит, у меня 100 триллионов и куча врагов, мне не нужно ничего продавать. Говорит, зачем ты тогда держишь дверь открытую? Ну, я люблю общаться. Что это за сканер в дверях? What's with the fancy dance scanner, Bosco? Tools are necessary. Tools are the only things that separate us from the animals. That probably plays a little better with the non-dog and rabbit ground. That's why I need the personal antipathy registration annulment and non-negational omnifunctional identification device. That's just paranoid. Technically, yes it is. Магазин выглядит круто. Now, the store looks interesting. It ain't a store no more. And did you know people who say that something looks interesting are more likely to be serial killers? More likely than who? Than non-serial killers. It's a fact they don't want you to know. Who doesn't want me to know? Exactly. Блин, сложные разговоры. Ему страшно, я его пугаю. Ну и что? Кто твой декоратор? My regards to your decorator.
Yeah, what's the style? Early colonial conspiracy theorist? No, a theorist is somebody who has a theory. I have conspiracy facts. So, I guess you'd be a conspiracy factist. He's certainly not a clueist. Because he doesn't have a clue. Yeah, I got it. А у тебя есть в ассортименте? Do you have any bulletproof edible underwear? I don't have anything. This ain't a store. Do you have any Lords of Leaping and/or Maids of Milking? I told you this ain't a store. Я думаю, он в итоге на что-то согласится. Do you have any inflatable arms capable of being used as replacements for your real arms? Didn't I just tell you this ain't a store no more? Do you have any passive-aggressive payback disguised as an innocuous customer inquiry? Do you have any... No! This ain't a store! It's not? No! Oh, why didn't you say so? $1 trillion worth of detection equipment, and yet he still didn't see that one coming a mile away. Do you have any bulletproof edible underwear? I don't have anything. This ain't Блин, a по store. второму кругу. Ну ладно, это стоит того. Do you have any Lords of Leaping and/or Maids of Milking? I told you this ain't a store. Do you have any inflatable arms capable of being used as replacements for your real arms? Didn't I just tell you this ain't a store no more? Do you have any passive-aggressive payback disguised as an innocuous customer inquiry? Do you have any... No! This ain't a store! It's not? No! Oh, why didn't you say so? $1 trillion worth of detection equipment, and yet he still didn't see that one coming a mile away. Ой, я поняла шутку Макса. Короче, шутка Макса в том, что тут такая крутая система обнаружения, и в то же время Боско не способен предугадать, к чему все идет. Вот. Блин, мне кажется, Боско раньше не был таким нервным, прям максимально. Хватит о магазине. Enough about your store. It's not a... Oh, forget it. Насчет магазина. About your store. It's not a store. Enough about your store. Oh. А что в посылке? Say, Bosco, what's Hey in the... guys, does my package sound like it's ticking to you? Not your best pickup line, Bosco. Oh, I don't know. I think my package is the bomb. Now that's a pickup line. Твоя посылка бомба? Who would send you a bomb? My mother, of course. She sends me one every year around this time. Families need traditions. So why don't you just get rid of it? I built that bomb disposal unit for that very purpose. So, why don't you just get rid of it? 'Cause it might be the $1 billion plunger I just ordered. What a dilemma! Короче, Боско мама в Рождество посылает посылку с бомбой каждое Рождество. И он построил какой-то уничтожитель бомб, но так как он ждет какой-то вантус, и он не может понять, там бомба или вантус. Может, это все они? Вполне возможно. Открой посылку. Just open your package, Bosco. But what if it's the bomb? I thought I heard ticking. Выбрось посылку. Just get rid of your package, Bosco. But what if it's my plunger? I gotta be sure it's ticking. Ну, короче, я понимаю, мы ему сами можем отправить посылку, которая тикает, потому что там есть вариант с часами, с секундомером у Санты. Just open your package, Bosco. But what if it's the bomb? I thought I heard ticking. Если мы ему отправим с часами, он ее типа уничтожит, а вот эту вторую посылку он откроет, я так понимаю. See you, Bosco. Мусорное ведро. At least this trash can is the same old innocuous garbage-festooned receptacle we remember it to be. Hey, stay away from my viral prionic malarial inoculator. Oh well. Какой-то инокулятор. Сосисочная машина. Weenie jerky. How do they make jerky out of weenies, Sam? You're not old enough to know. And neither am I.
Вот. Шутки про сосиски. Рентгенный экран. Hey, that looks like one of the Four Horsemen action figures. О, нам нужна фигурка. Hey, that looks like one of the Four Horsemen action figures. Журналы. Max Impeachment Weekly, volumes 1, 2, and 3. Volume 4 comes out next week. Импичмент Макса. Все журналы. Фотографии. How does he get these shots? Там Сибил. How does he get these shots? How does he get these shots? How does he get these shots? Фургон. А остальное я не How понимаю. does he get these shots? Ну ладно. Посылка. Say, Bosco, we'll take that package off your hands for you. Step back, boy. That's mine. Эх. Что мы будем делать без Боска? Шутки про вяленые сосиски, да. What are we going to do now that Bosco shut down his store? Beats me, Sam. We could go back to using the Sloth Mart downtown. No, it's not as much fun since they started psych screenings on the staff. Продавцов подвергают психотестам. Как нам добыть этого всадника? What's our plan of attack, little buddy? You provide suppressing fire while I assemble the Macmillan TAC-50 and unpack the armor-piercing incendiary M20 tracer rounds. I meant figuratively, goof. We're trying to get Bosco to give us his horsemen. And nothing negotiates better than a TAC-50 with M20 tracer rounds. Блин, как же они просто произносят эти реплики, капец. С чего нам начинать? Are you clear on our goals right now? Bring a little justice to a cruel world. Help just a few of the helpless. Know just a few moments of happiness before the inevitable plunge into that long black night. I mean at Bosco's, Pinhead. Oh, something about getting that horseman thing. Что нам делать Are теперь? you clear on our goals right now? Oh, something about getting that horseman thing. Это мое воображение или Боско спятил? Do you think Bosco's gone crazy? Absolutely not, Sam. I think he's gone crazier. Думаю, он стал еще более сумасшедшим. Я этого не вынесу. This place is too disturbing for even me. And considering the company you keep, that's really saying something. Говорит, это место беспокоит даже меня. Говорит, учитывая, с кем ты общаешься, ну, твою компанию, то это о чем-то говорит. Ладно. Well, I'm sure you've got things to do. Does expectoration count? Бомба долой. Can we borrow your bomb be gone? There's some obsolete landmines around the office we need to get rid of. No. If I loaned my bomb disposal unit out to everyone in the neighborhood who needed it, I'd never get it back. You know, in this neighborhood, that's actually true. Говорит, если я буду давать взаймы мой обезвреживатель бомб соседям, то мне его никогда не вернут. Он говорит, ну, учитывая этот район, так и будет. Стримлер, да, немного устал. Сейчас будем заканчивать. Я думаю, Боско, да, это... Да, смотримся и все. I'm glad somebody's keeping wary of the inevitable pigeon uprising. Эй, нет. I'm glad somebody's keeping wary of the inevitable pigeon uprising. Я рад, что кто-то в курсе неизбежного восстания голубей. Фотографии со скрытой камерой. Let's see. Bosco's spying on his own bathroom, the director from WARP TV, the L Train, and... Hey, wait a second! Боско за ними следил. Фотоснаряжение. Photography equipment for people who've never heard the word digital. В общем, приспособление для фотографирования для людей, которые никогда не слышали о слове цифровой. Блин, так, сейчас. Да я и не перенапрягаюсь.
Увеличитель? It's an old photograph enlarger. I wonder if it will enlarge anything else. No, Max, no. Где-то увеличитель фотографии. Может ли он увеличить что-то еще? Рентгенный прибор. Hey, an X-ray machine. Don't fool with that. Hey, an X-ray machine. Don't fool with that. Так, что? Мастер-план. Hugh Bliss's master plan. Bosco's a little behind the times. Это план Хью Блисса, который типа уже обломался, и Боско, наверное, думает, что он еще в деле. Я думаю, много чего можно было бы увеличить. This is the kind of radio that eats other radios for brunch. Don't fool with that. This is the kind of radio that eats other radios for brunch. Don't fool with that. Такое радио, которое ест другие радио на обед. Now Микроскоп. we can finally confirm exactly how many different strains of bacteria live in the pickle relish. Remember, I've still got 163 in the office pool. Теория всего. Suddenly, it all makes sense. I can't see where we fit into all this, Sam. Oh, I've got a couple of walls upstairs devoted to you two. На втором этаже несколько стен посвящено Сэму и Максу. Из поселка городского типа. Да ладно? Нам некогда. Suddenly, it all makes sense. Suddenly, it all makes sense. Блин, там рыбка их. Suddenly, it all makes sense. Suddenly, it all makes sense. Оно в наших школах. Suddenly, it all makes sense. Монаш с чего? Suddenly, it all makes sense. Монашеский клей — это Suddenly, люди. it all makes sense. This is the kind of radio that eats other radios for brunch. Don't fool with that. Блин, как рассмотреть получше эту стену? Ее трудно. Now we can finally confirm exactly how many different strains of bacteria live in the pickle relish. Сейсмограф. Everything's stable. Well, except for the proprietor. Все стабильно, кроме хозяина. Пропускные ворота. Are the high-intensity security lasers to keep us from getting into the bathroom, or to keep something from getting out? Говорит, это должно у нас удержать от посещения туалета или удержать то, что там внутри. Are the high-intensity security getting out? Even dark rooms need popsicles. Even dark rooms need popsicles. Даже в темных комнатах нужно мороженое. О, ничего себе. Stay away from my cryogenic freezer. I'll need to put myself in suspended animation once the end times come. If it's a cryogenic freezer, why are there still mustard-covered snow cones in there? Just because I'll be in suspended animation doesn't mean I don't want a snack. Короче, Боско готовится к тому, чтобы заморозить себя при конце света. Скрин. Да, это мысль. Но там, знаешь как, там не все углы видны. То есть вот крайний угол видно, когда на другой нажимаешь. Ну ладно, короче, не важно. Там все равно всякая чушь просто написана. Блин, больше нельзя потыкать на табличку «Купи один, получи один». Так, вопрос, можно ли к Стинке пройти. Грандиозное возвращение. Баммер. Grand reopening. Grand reopening. Закусочная вонючки. О, можно? Ah, the smell of desiccated eggs, congealing bacon fat, and rye bread gone awry. It's like Stinky's Diner never closed. Welcome to Stinky's. We never close, except when we're closed. Who are you? I'm Stinky.
The Stinky we know was a cantankerous old man who transformed his seething hatred of humanity into a misanthropic smorgasbord of culinary horrors. That does sound like Grandpa. Okay, we're ready for the next round of trivia. And the question is, when did the War of 1812 begin? A. 1812, B. 20,000 years BC, C. March 3rd, 2004, D. Bangers and mash. Блин. Ну, короче, они сказали, что владельцем был старикашка, который всех ненавидел и превращал свою ненависть к людям в кулинарные ужасы. Она сказала, да, это мой дедушка. Вот. А теперь тут Стинки девушка. В общем, на этой прекрасной ноте мы будем заканчивать. Короче, в следующий раз начнем с обследования этой локации. Все. Спасибо, что смотрел. Спасибо всем, кто решит посмотреть. Приходите еще. Спокойной ночи.